Всем привет! Сегодня хочу показать вам еще один вариант авоськи. Очень странно, что я его раньше не показала вам. Мы будем ее плести с помощью узора паутинка. Для авоськи я использую шнур хлопковый 5 миллиметров, и у меня два цвета. Я рекомендую также взять два цвета. И сейчас очень важно, я хочу для начала определить длины отрезков. То есть, смотрите, у нас должно с вами быть 12 отрезков по 250 сантиметров, и это наши боковые отрезки, так как для квадратного узла мы используем только боковые нити. И 12 отрезков по 190 сантиметров, это у нас будут внутренние. То есть, смотрите, вот боковыми нитями, которыми я сейчас делаю квадратный узел, я их использую по 250 сантиметров, а внутри две нити, которые лежат, они по 190. И еще вам нужно расположить отрезки тоже на какой-то палочке. Сейчас мы делаем на серединах всех наших отрезков вот этот вот квадратный узел, самый базовый. Я думаю, что вы его уже умеете делать. Если нет, то смотрите на видео, и под видео будет ссылка на курс, где есть доступные изучения квадратных узлов, и не только. Бесплатно это все на ютубе у меня. Вот, еще раз напоминаю, что у нас боковые отрезки и внутренние отрезки отличаются длиной. Боковые по 250, внутренние по 190. Получается, что сейчас мы, когда сделали квадратные узлы, раскладываем их на равном расстоянии, и я фиксирую все скотчем. И далее мы будем приступать к нашему узору паутинка. Как он плетется? Смотрите, мы берем одну нить, вот у меня зеленая, и одну нить с другого, через один как бы узел. И на фиолетовые две средние мы будем крепить нити квадратным узелком. Смотрим, чтобы у нас было равное расстояние. И получается, что этот узор, он такой переходящий. То есть каждый раз мы будем плести квадратный узел нитями через одну. То есть вот я не знаю, понимаете ли вы мои комментарии, но я уверена, что на видео все понятно показано, как это происходит. И мы должны продолжить, как бы проделать первый ряд по кругу, так как у нас вот висит на палочке, и у нас одна сторона, а с той стороны другая. Нам нужно будет все соединять в круг, по бокам тоже, чтобы не запутаться. Но я думаю, что если вы поняли принцип, то понятно, как плетется дальше. И, естественно, мы потом будем переходить каждый раз ко второму ряду и замыкать его, третьему и замыкать. То есть каждый раз мы замыкаем ряды, потому как если не будем замыкать, можем легко потеряться. Ну вот, видите, вот эта паутинка уже создана. Как мы переходим к боку, я беру одну зеленую и вот с другой как бы стороны одну фиолетовую. Здесь цвета у нас будут перекликаться. Если раньше у нас, видите, зеленый, фиолетовый с фиолетовой, то здесь у нас зеленый с фиолетовой создадут квадратный узелок как бы вместе. Вот, мне, конечно, будет очень интересно посмотреть на ваши цветовые решения. А так, я думаю, что этот узорчик, он вполне такой легонький. И вообще, правда, почему раньше не делали им, не знаю, прям у авоськи получилось просто потрясающе. Естественно, кстати, можно использовать меньше отрезков, но мне показалось, что оптимально это вот прям вот столько. Это хорошенькая такая авоська получается. В конце видео я приложила сантиметровую ленту, и можно будет увидеть, сколько по длине и по ширине она у меня получилась. Также использовать можно любой другой шнур, конечно же, и просто плести столько рядов, на самом деле, сколько вам будет достаточно. Но у меня проплетено 7 рядов, и еще там будет 3 таких, точнее 2, по-моему, даже маленьких рядка для того, чтобы перейти к ручкам. Но это тоже не обязательно все. Ну что, плетем наше основное полотно, и далее будет уже к ручкам переход. Если вы делали раньше мои авоськи какие-либо, то вы видели, как я делаю переход к ручкам, особенно вот если авоська 2.0 у меня есть, она точно так же прям плетется. И мы потом будем приходить к ручкам, ручки кобра сделаем, я их так называю, цепочка из квадратных узлов. И уже авоська будет наша готова, тут всего ничего.
Ну вот, вы можете заметить, я доделала свои ряды, и сейчас, посмотрите, делю по 3 узелка и буду проделывать квадратные обычные узлы, то есть без паутинки уже я проделаю 2, а потом 3, а можно уже даже сложить и переходить к ручке, перемотать немножко видео и посмотреть. Но я вот люблю делать такие штуки, как бы плавный переход к ручкам. а, по 3 узла, которые я разделила. Сейчас их соединяю обычным квадратным. Сначала 2 узла будет, и потом будет один средний. И так я делаю с каждой. То есть 4 у меня таких штучки должно получиться. С одной стороны 2 и с другой стороны 2. Теперь, когда мы проделали переход к ручкам, смотрите, я складываю на стол, и сейчас нужно разложить нам так, как у нас будет лежать наша ручка. То есть все нити, все отрезки хорошенько проложить, соединить. И смотрите внимательно. Вот здесь самый внимательный увидит мою ошибку. Видите, у меня 3 нити ушло в левую ручку. И я этого не заметила. А вас попрошу заметить все нити, чтобы они ушли в нужную сторону. То есть с правой и с левой стороны было равное количество отрезков. Я это, конечно, заметила позже и потом смогла изменить. Но вы лучше проверьте. И далее мы вот будем ниткой с иголкой скреплять. Это я такую штучку придумала, не знаю, насколько... Ну, точнее, нет, у меня всегда держится. Вот, поэтому я рекомендую скрепить, чтобы было легче проделывать ручки сами, наплетать. Вот еще раз внимательно, да, не допускайте ошибки. Лишние отрезки не должны уйти в другую ручку. И сейчас мы берем с вами отрезок по 230 сантиметров. Можно одного цвета, можно разных, это как пожелаете. Складываем напополам и перейдем к плетению ручки. Мы отступаем от нашей середины, там, не знаю, буквально 4-3 сантиметра и крепим отрезок квадратным узлом обычным. А далее идем и чередуем квадратные узелки. То есть получается цепочка из квадратных узелков. Проделываем с одной и со второй ручкой то же самое. И далее нам потребуется отрезать лишние отрезки, которые у нас как бы торчат из ручки. Можно их полностью отрезать, а можно оставить чуть-чуть, чтобы они торчали, как бы хрома такая. Ну вот, я доделала 2 ручки. У меня они такие получились. Если вдруг они у вас немножко перекосились, то вы легко можете их подтянуть как бы в другую сторону, ну, точнее, на середину даже.
Вот, и параметры сумки вот такие вот вышли, как вы видите сейчас на видео. То есть она такая довольно вместительная и вообще прикольная, мне кажется. Это совершенно что-то другое. Я очень рада, что вы посмотрели данный МК. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И до новых встреч. Пока-пока.